Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-влог. Как вы уже поняли из названия, делаю фоны. Такое гуашевое настроение сегодня. Решила сделать фоны, пару фонов. На что-то вдохновилась, посмотрела пару видео, мастер-классов, на что-то уже были задумки. Как вы помните, я показывала в прошлом видео, не знаю, еще не до конца подсохло, дневные грезы. Я пытаюсь раскрасить. Ну и не удержалась, все равно начинаю, видите, некоторые иллюстрации, которые давно были в хотелках, тоже начинаю делать фоны. Не совсем мне вот это вот удобно. История. Может быть, уберу. У меня тут старая распечатка, пробная такая. И может быть будет удобнее вот с этим листом. В общем, я хочу сделать здесь фон. У меня две от Малевич гуаши, оливковый и желтая светлая. Но я, кстати, на бумаге она светлая. Видите, она мне немножко растрескалась. Нужно, наверное, воды, может, добавить, перемешать. Но это не критично, видите, она красит, все хорошо. Там, где может быть проплешинки, это не страшно, опять же, потому как это еще не финал. В общем, я взяла желтый, потом взяла оливковый, и у меня было две набор мастер-класс гуаши. Я взяла черный и взяла зеленое темное. Не знаю, хочу посмотреть, что будет лучше. Вот видите, зеленое у меня. И сейчас посмотрим, попробуем. Может, тут вот зеленое, не зеленый, оливковый цвет. Написано на флаконе, хотя я бы не сказала, что это совсем оливковое. И вот такая вот темно-зеленая от мастер-класс. Я просто хотела два цвета. Ну и не знаю. Сейчас посмотрим. Видите, все-таки отличаются. Ну и хорошо, что отличаются. В целом мне это, наверное, и нужно. Наверное, будем от темного к светлому идти. Ну, а потом уже все остальное. Что нам еще понадобится? Какая-нибудь губочка. У меня вот, я далеко не хочу лезть искать. Есть такая, собственно говоря, ее должно быть достаточно. Вот единственное, она не пористая. Единственное, она не сильно пористая, но будем надеяться, что нормально все будет. Так, ну и я наношу на саму губку гуашь. Сначала от светлой к темной буду идти, так как можно, в общем-то, если есть возможность, там, я не знаю, желание, нарезать такие губочки и сделать разных цветов. Никогда много оттенков там или задумка какая-нибудь, да, вот кардинально разные. Я беру несколько мочалочек таких. Ну, а в данном случае у меня, как я уже сказала, будет от светлого к темному, то, наверное, ну, я думаю, что одной справлюсь. Так. Ну и, собственно говоря, это все так, и, наверное, многовато нанесла. Хаотично, просто наношу. Здесь вот чуть-чуть, наверное, многовато. Так. И вот так вот наносим. Можно посильнее, как вот так. Вот так не надо. И наношу.
Да. Поверх я уже нанесла желтый цвет, он высох, как вы уже видите. И теперь наношу зеленый. Ну, это в данном случае я так делаю. Кто-то может другой оттенок, это не принципиально. Потолще, наверное, надо все-таки было брать эту мочалочку. Ну, не критично. Вот. Наношу. Вот такие вот низочки. Меня устраивает. Да что ж ты? Надо. Дальше. Вот так, где моя кисть. Наверное, еще немного. Вот здесь. Все-таки, наверное, вот как-то так наношу. Можно, есть такие, знаете, в одно время все покупали на палочке. Вот эти мочалки можно, наверное, и ими в теории. Они там тоже разные, поэтому можно их использовать. Ну, наверное, более пористая здесь будет уместнее. Но тоже неплохо. Я надеюсь, вам видно. Дальше. Теперь беру вот эту от Малевич оливковую. Тоже наношу на губку. Поплотнее здесь. Хотя наносится, мне кажется, даже потоньше. И точно так же, но уже более темным. Хотя вот я смотрю, не особо они на бумаге. В данном случае не особо как-то отличаются. Вот так вот наношу. Здесь у меня как-то не прокрашивается. Можно, кому как устраивает, так и можно это все наносить. То есть, если устраивает, вот не нравится тонковатая мочалочка, не нравится мне. Я где-то убрала, после отпуска еще не разобралась, где у меня что. Вот у меня есть такая пористая, более пористая мочалка. Сейчас попробуем немножко ее. Можно вот так оставить. Кому как нравится, что вы хотите. Вот фона, да, кого как устраивает, так и наносить. Более плотно, менее. Как-то спрашивали. И, наверное, сейчас попробуем вот этой. Она так поплотнее у меня. Попористее, я бы сказала. И вот в некоторых местах мне нужно более такой вот плотный. Не хочет. Смотри, какая вредная. Дальше я хочу смешать немножко зеленого с черным. Здесь вот прям на крышке. Здесь есть и зеленый, и черный. Знаете, такой грязный, что ли, зеленый сделать.
И нанести также на углы рисунка. Мне хочется. Посмотрим, что из этого получится. Будем надеяться, что не испортим, да? Ну, такого более темного, что ли, глубокого цвета. Так. Вот. Нанесли. И вот так вот будем тут наносить. Что прям светлый, хоть ты тресни, да? Сейчас будем это все дело наносить. Гуашь сохнет быстро, что упрощает работу. Да, вот казалось бы, но это все намного быстрее получается, нежели карандаши, еще что-то. И поэтому, конечно, здорово. Соседние нужно проложить. Вот я проложила, потому что первый раз по неосторожности или по глупости, даже не знаю. Наверное, все вместе по незнанию. Конечно, все соседнюю страницу прям я почему-то решила, что я вот супер аккуратно это все сделаю. Ну и, как водится, испачкала. Так. Сейчас мы еще добавим. И намазюкаем все это дело. Вот такой вот потемнее здесь. Хотелось бы, чтобы уголки были. Вот. Уже что-то прорисовывается у нас. Вот такая вот красота. Темновато немножко, мне кажется, но с другой стороны, когда это все высохнет, раскрасится, конечно, будет поинтереснее, чем сейчас. Наверное, сейчас кажется, о боже, что это такое. Но на самом деле здорово. Можно добавить чуть-чуть, наверное, еще зеленого посветлее поверх. Может быть, знаете, так, чтобы уж не совсем темно было. Что ж такое, один угол прям не хочет закрашиваться. И вот так вот, чтобы уж не совсем в грязь, немножко так, что у нас тут, какой-то кусочек прилип и вредничает. Вот так вот это дело все сделать. Вот так вот получается. Можно помыть кисточку. И если не получится, или вот бывает так, что, знаете, начинаешь делать, думаешь, вау, сейчас будет класс. Но по каким-то потом причинам где-то что-то не нравится. В принципе, гуашь и смывается легко. И можно перекрасить. Поэтому не страшно. Мне вот нравится именно этот момент, что в случае, если совсем не понравится, можно исправить это все дело. Ну, в данном случае мне нравится.
Что-то в этом роде я и хотела, поэтому оставляем. Так, сейчас немножко уберем, чтобы нечаянно рукой где-то ничего не толкнуть, не разлить. Так, вот эту вот страничку убираем. Мне еще чем нравится гуашь, что ну, по большей степени она не протекает. Может, где-то что-то бывает, какие-то мелкие неприятности, но в целом не протекает. Ну вот, как-то так у нас получается. Мне хочется верить, что видно. Теперь ей нужно хорошо высохнуть, раскрасить останется. Ну, где-то, может быть, если что-то не нравится, можно подправить, добавить где-то какого-то другого цвета. Но в целом я что-то подобное и хотела, чтобы было, поэтому я, скорее всего, ничего кардинально менять не буду. Вот. И у меня сейчас будет сохнуть. А мы с вами потом вернемся. Я к вам вернусь, и мы будем... Мне нравится. Вот тут вот пролет. Вернусь, и мы будем делать еще фон. Продолжаю влог. Уже немножко подсохло вот в одном месте только. Но буду потом исправлять. На камеру что-то совсем прям темно. На самом деле посветлее это все дело. И пока смотрела, тут сохнет, у меня лежит этот фон. Решила, что, ну, это два разных рисунка, это не разворот, ничего. Но я вот думаю сделать, ну, не на 100% прям единым целым, да, но все-таки хочу сделать, наверное, таким же желтым вот, сам фон у рисунка. Естественно, будут зеленые листья и так далее. И как-то это будет плюс-минус гармонично, ну, как разворотом смотреться. Вроде как тут цветочки, бабочки, стрекозки. Ну, а здесь вот лисичка спит и тоже цветочки. Ну, пусть будет это все вместе. Поэтому опять возьму эту гуашь желтую. И потихоньку уже, здесь уже более кропотливая работа будет. Не знаю, насколько сегодня меня хватит, чтобы красить. Я, наверное, прям в крышечке буду разводить эту гуашь и красить, но уже менее такой толстой кистью, точнее тонкой. Уже здесь уже более, как я сказала, такая кропотливая работа. Много мелких деталей, которые нужно обходить. И буду, прошу прощения, с чего бы, где бы, с чего бы начать. Так, попробовать закрасить это все, прикинуть. Там, где за края немножко залазим, не страшно. Стараться нужно. Буду, конечно, чтобы поменьше залазить за край. Но в целом она еще, так как я развожу немножко с водичкой, она будет, ну, такая неплотным слоем ложится. И, естественно, будет и просвечивать, и не перекрывать линии и так далее. Поэтому не страшно. Вот. Вот такой вот, знаете, как продолжение этого рисунка будет. Посмотрим, если не совсем понимаю вот эти линии. Еще и раскраска почти вверх ногами. Вверх ногами, чтобы, ну, чтобы не залезть пока сюда руками. Не размазать сильно все. Вот. Может быть,
Весь рисунок будет, ну или большая его часть гуашью. Посмотрим, можно, собственно говоря, раскрасить цветы, тоже и листья гуашью. Вот. По настроению. По настроению, по желанию, как будет, знаете, как еще пойдет. У меня все время такое чувство, что я... Ай, не там закрасила. Или там, или не там. Непонятно. Вот листья, это не листья. Да, по-моему, как раз такие листья. Непонятно. Да, по-моему, как раз такие листья я и закрасила. Ладно, не страшно. Сейчас мы вот тут рядом закрасим. А там, где не надо, ну, попробуем вымыть. Или, собственно говоря, поверх потом дать зелень, что тоже, в общем-то, не страшно. Так, просохло, не просохло, непонятно. Вот. Как я уже говорила, некоторые рисунки бывает, пока не раскрасишь, не поймешь, правильно, неправильно. Принял решение красить. Поэтому да. Вот опять непонятно, что это, как это. Поэтому, собственно говоря, такие вот рисунки обычно в последнюю очередь как бы оставляешь, да, красить. Или вообще как-то стараешься их избегать. Думаешь, ну, потом как-нибудь, когда-нибудь. И не факт, что когда-нибудь это будет. Ну, вот сегодня, видите, настроение было взять и раскрасить. Но пока наводит на мысль, а стоило ли. Потому что, ну, прям совсем, к слову, непонятно, где что и где правильно, где неправильно. Ну, ничего страшного там, где, как я уже сказала, даже если неправильно закрасила, ошиблась. В общем-то, можно будет, как и хотела, гуашью. Она легко перекрывается. Можно гуашью, можно акварелью сверху. Поэтому не страшно, не критично. Вот, видите, все равно как-то гуашью шустрее это все делается. И поэтому можно даже такие вот мелкие детали сидеть красить. Особенно если есть такое, знаете, время и настроение, чтобы посидеть, помучиться, то самое оно. Прям совсем замудрено. Чем больше крашу, тем больше прям пугает. А точно я там крашу? Или все-таки не там? Как-то немного странно. Ну, для начала буду красить более таким. Ну, хотя я бы не сказала, наверное, что все-таки прозрачный. Но все же. А после того, как уже будет весь фон закрашен и видно, да, где фон, где не фон, можно будет взять и, не знаю, поплотнее его сделать. Или может добавить тоже здесь каких-нибудь брызг. Ну, в общем-то, вот так получилось. Закрасила желтым. Тут попробовала гуашью. Ну, пока как подложку листочки, дабы посмотреть, что получается. В целом, мне нравится. Сначала испугалась, думаю, будет прям такой
такой желтый фон. Ну, а с другой стороны, почему нет? Пускай будет такой яркий, летний, теплый день. Цветочки, бабочки, лисичка отдыхает. Мне нравится. В целом, вроде как должно было все просохнуть, ничего не сильно не повредилось. Тут чуть-чуть, но это тоже будет в свое время закрашиваться, поэтому не страшно. В целом довольна. Лист выровняется. Ничего страшного. Ну и не знаю. Петуха так и крашу, никак не докрашу. Что еще? Попробовать. Даже я бы сказала, не попробовать, а закрасить. Ну вот, все смотрю на вот этот рисунок, не знаю, как назвать, да? Все мне здесь нравится, за исключением, наверное, за исключением чего? Ну, наверное, за исключением, даже не знаю, как ее тут обойти. И какой ей сделать даже, точнее, наверное, будет сказать, какой фон ей тут сделать. Еще не придумала. Хотелось бы что-то бирюзовое или синее, но у меня только гуашь, которая мастер-класс. Но вот последний раз я красила, она немного у меня, знаете, как вот руками, когда трогаешь, пачкается. Мне бы этого не совсем хотелось. Мне бы хотелось чего-нибудь такого бирюзового или еще что-то. И, наверное, в теории можно подождать, купить какой-то такой нежно-голубой или бирюзовый цвет и тогда уже раскрасить. Кстати, хороший такой лайфхак для себя. Случайно у меня получилось. Ну и я для себя как бы его и теперь постоянно применяю. А вот такие вот бывают, дают ну, не дарят, но дают в магазинах, раздают, да, парфюмерные такие полосочки. Частенько раздают возле парфюм-магазинов. И как-то у меня вот пару полосок затесалась, в карман положила. И нечего мне было подложить в качестве закладки, я положила вот такую вот полосочку. И она у меня в книжке лежала. И вы знаете, после этого, прям когда открываешь какую-то раскраску или просто книгу, неважно, приятный такой аромат парфюма уже идет из самой книги. Книга-то, мне кажется, прям аромат от книжки парфюма. И я теперь всегда, когда дают, не выбрасываю. Конечно, со временем потом все это выветривается. Можно еще чем-то брызнуть, каким-то своим любимым ароматом. И опять в какую-нибудь книжку. И вот приятно открывать раскрасочку. Потом вот такой небольшой лайфхак. Может, кому-то пригодится. Мне очень зашло, поэтому... И есть у меня вот такие птички. И вы знаете, мне бы тоже здесь хотелось желтого. Я пока на 100% не решила. Может быть, вот такой вот лимонный взять или все же желтый. Прям желтый-желтый. Видите, этот желтый, охристый такой потрескался. Ну, как я сказала, не проблема. Здесь вроде как все намного получше. И вот думаю, наверное, все-таки буду делать более темным. И тоже здесь буду делать желтеньким. Ну, а с вами буду прощаться. Уже в следующей части покажу, может, остальные фоны. Не знаю, посмотрим сейчас, потому как уже наболтала достаточно много. И не каждый любит такие очень длинные влоги. Вот так получается фон. Я довольна. Сначала думала, ну что у меня везде желтый-желтый, но нет, пусть будет тоже желтенький. Будем продолжать лето. В некоторых моментах почему-то ушел в грязь. Вроде и кисть хорошо помыла, и воду меняла, но немножко зеленца осталось. Не критично, можно будет потом в некоторых моментах подобавлять вот этой вот зеленца, и будет
в целом нормально. Ну, конечно, не хотелось мне этого, но посмотрим. В целом я довольна. Осталось докрасить вот совсем чуть-чуть уголок. И здесь тоже фон готов. Я довольна. Здесь также мне все нравится. Здесь сохнет, будет сохнуть. Ну, не знаю, на остальные какие-то другие вот иллюстрации, наверное, уже куплю голубую из этой же серии гуашь, или голубую, или хотелось бы какой-нибудь такой бирюзовый, или что-то в этом роде, мятный цвет. И уже сделаю где-то еще фон, потому что, ну, уже будет перебор с желтым. Вот. Посмотрим, пока думаю. Хотелось бы еще, где-то у меня здесь тоже иллюстрация, не хотелось бы вот, можно однотонные какие-то, тут надо тоже доделать. Слушайте, ну доделок прям очень у меня много. Так, а где же она? Это иллюстрация у меня была. Тут одна или не тут. Жучком мне все хотелось ее тоже такой какой-нибудь, ну не сказать, что прям вау какой сложный, но все-таки фон сделать. Ну вот, как назло, сейчас не найду, к сожалению, поэтому да, не показать. В общем, посмотрим, подумаем, где еще можно применить что-то интересное. Ну а нет, значит, что-то другое. Почему именно гуашь? Вот мне понравилось, видите, ничего не протекает, не пропечатывается. Меня это устраивает. В этих вот раскрасках Ханны первых очень сильно все протекает, и поэтому гуашь как спасение. Вот. Ну, а я буду заканчивать на сегодня с эту часть влога. Уже, если что, если интересно, в следующий покажу уже не только фон, но и там уже как этот фон смотрится в раскрашенном виде. Ну, имеется в виду все остальное раскрасить, если вот. Если начну что-то красить и вам интересно, то пока что в планах именно фон сделать, знаете, так. Есть такие фоны, которые приходят, как бы, идея уже когда раскрашиваешь саму иллюстрацию. А есть такие фоны, что независимо, начала я уже красить эту иллюстрацию или нет, и даже спустя какое-то время вот он держится в голове, этот фон, допустим, этот цвет, и ты хоть сколько времени пройдет, он все равно так и остается именно так. Вот хочу именно такой, и все. Поэтому, скажем так, не боюсь здесь делать какие-то фоны такие. Может, кто-то подумает, вот наделала, а вдруг передумаешь или еще что-то. Нет, тут уже некоторые фоны или цвета, ну, в зависимости от иллюстрации, да, уже знала заранее, когда только купила книгу. Некоторые даже когда ждала, пока придет мне эта книга. Поэтому нормально. Вот такой вот получается фон. Длинный слишком получается влог, поэтому все, буду завершать. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, пишите. Может, не стоило делать именно такие фоны. Но здесь может еще что-то добавиться тоже. Так что не критично. Пишите, будет интересно почитать, послушать ваше мнение. Или, может, какой-то совет. Подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и пока-пока.